Глава 656. Великий демон бездны. Мир чистилища был уже темным и мрачным, но теперь, когда дьявольские врата взорвались, собрав большое количество энергии, он стал еще более странным и пугающим. Пламя, вырывающееся из трещин в земле, было главным источником света в мире чистилища. Теперь пламя было испорченной энергией, которая продолжала набухать. Так что пламя, которое первоначально было красным и желтым, теперь имело странный зеленый цвет. В каньоне, в котором находились врата дьявола, теперь был большой энергетический вулкан, который разбухал. Из жерла вулкана вырывался бесконечный поток темной энергии, похожий на обратный водопад. Хонг, этот скрежещущий звук, был похож на топот 10 тысяч зверей. Это и есть энергетический вулкан. Ланселот был очень потрясен увиденной сценой. Он не мог контролировать свое сердцебиение. Насколько же мощной была та энергия, которая извергалась, чтобы иметь такой эффект? Энергия, извергавшаяся из энергетического вулкана, могла уничтожить город за 1 секунду. Насколько мощной была энергия, высвобождаемая в течение нескольких дней? Всего этого было достаточно, чтобы вызвать потрясающую катастрофу, но теперь это использовалось, чтобы открыть врата бездны. Насколько ужасна была пропасть, можно было видеть из этого. Флаг массива был вставлен. Ланселот огляделся вокруг. Энергетический вулкан был очень большим и окружённым плотной энергией. Они не могли ясно видеть друг друга и общаться, но все еще могли использовать божественное чувство, чтобы действовать. Ланселот связал свое божественное чувство с другими экспертами, находящимися выше 6-го небесного доменного слоя. Теперь все были распределены вокруг энергетического вулкана, и перед каждым человеком был гигантский флаг массива. Эти флаги массива были сделаны из божественных и демонических материалов. Суть энергетического вулкана заключалась в барьере. С помощью своего плана они подавят его, и он больше не будет представлять никакой угрозы. С Чутянем, управляющим флагами массива, и всеми этими другими экспертами пика, не должно быть никаких серьезных проблем. В конце концов, они сделали это открытие довольно рано, и, к счастью, там была транспортная башня Чудо-города и система связи. В противном случае, даже если бы люди узнали об этом кризисе, они не смогли бы вовремя остановить его и могли бы только наблюдать, как континент падает в катастрофу. Все, пожалуйста, наберитесь терпения. Помните, что нам нужно подготовить остальные 3 печати, прежде чем мы сможем начать. Президент Чутянь сказал, что 4 энергетических вулкана связаны, поэтому они должны быть запечатаны вместе. В противном случае, если мы запечатаем только 1 или 2, вулкан станет только немного слабее, и энергия взорвется из других 3 вулканов. Это сделает остальные 3 вулкана сильнее, поэтому более эффективно бороться с ними таким образом. Ланселот использовал свое божественное чувство, чтобы передать свои мысли другим, повторяя всем то, что Чутянь сказал раньше. У всех были серьезные лица. Все они были лучшими специалистами континента, но теперь они должны были подчиниться Чутяню. Чутянь действительно был самым выдающимся талантом континента за последние 10 тысяч лет, и если бы Чутянь не предложил решение этого кризиса, они действительно не знали бы, что делать. Они подождали минут 10. Мэн Цинву использовала коммуникационное устройство, чтобы связаться с Ланселотом и другими 3 точками печати. Внимание, внимание, все готовы, поэтому мы начнем план прямо сейчас. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Начинайте печать. Ланселот внезапно использовал свое божественное чувство, активируя массив. Все остальные эксперты схватились за свои флаги и продолжали посылать свою духовную энергию. После того, как эти флаги были вставлены в землю, было высвобождено большое количество энергии, и мощные волны вышли из флага массива. Они увидели, как на земле появилась похожая на паутину паутина, и эти линии сошлись вместе, в конце концов образовав гигантский массив, который фактически покрыл весь вулкан. Извержение вулканической энергии мгновенно ослабло наполовину. Несколько десятков экспертов над уровнем 600-го небесного домена отвечали за формирование массива, и более сотни экспертов небесного домена были поблизости, обеспечивая энергией. Трудно было представить, насколько мощной была эта гигантская герметизирующая решетка. Бесчисленные линии и руны покрывали вулкан, в конце концов образуя плавающий энергетический массив над жерлом вулкана, запечатывая его носик. Они были близки к успеху, Чутянь и императоры стояли в 30-40 милях от врат бездны, наблюдая за происходящим. Река энергии, хлынувшая в небо, быстро ослабла, и энергия плоских врат бездны тоже ослабла. Когда густой черный дым рассеялся, все увидели тварей возле плоских врат бездны. Эти существа были обычными демонами из бездны. Одни были похожи на осьминогов, другие — на насекомых. Короче говоря, все они выглядели очень странно. Эти существа явно обладали технологией и высоким интеллектом, потому что над их головами парило несколько небольших воздушных кораблей. Ну, конечно же. Эти воздушные корабли отличались от тех, что создавала чудо-коммерция.
Каждая из них была сферической формы и имела длину от 10 до 100 метров. Поверхность выглядела так, словно была сделана из бактериального эпидермиса, и все ее тело медленно шевелилось. Это не было похоже на продукт, созданный человеком, скорее это было похоже на естественное существо, но оно также выпустило большое количество существ бездны. Эти странные существа были демонами с поля битвы бездны. Демоны бездны уже нашли проблему, и все они издавали дикий рев ярости, используя язык бездны. Эти мохнатые воздушные корабли начали двигаться одновременно, готовясь атаковать во всех направлениях. Было ясно, что они знали, что энергия врат бездны ослабевает, поэтому они хотели придумать способ остановить это. Чутянь быстро сказал: «Юная мисс, самое время. Откройте космические врата». В порядке. Пространственные координаты были установлены, и окружающий поток энергии был рассеян. Пространственные помехи находятся на приемлемом уровне. Голос Мэн Цинву раздался из коммуникационного устройства. В данный момент открываю космические врата. Демоны бездны были готовы к атаке, когда внезапно почувствовали сильное пространственное колебание. Внезапно в поле их зрения появились светящиеся космические врата. Гар, эти существа бездны взревели в гневе и понеслись, как приливная волна. Пламя, молнии, шары тьмы и всевозможные атаки исходили от этой армии, разлетаясь подобно дикой буре. Было ясно, что они хотят уничтожить космические врата прежде, чем они смогут сформироваться. Защитите космические врата. Это дело не нуждалось в команде, Чутянь и 10 императоров бросились в воздух, чтобы защитить космические врата. Они все выпустили свои исходные духи и работали вместе, чтобы сформировать супергигантский барьер. Просто силой этих 10 человек они блокировали бурю атак. Космические врата постепенно обретали форму. Еще минута-другая, и он будет полностью сформирован. Атаки этих существ бездны стали сильнее, и эти летающие машины, похожие на волосатые шары, также начали двигаться. Луч свет разрушения вырвался наружу и создал большую трещину на барьере. Даже с 10 императорами это было трудно блокировать. В это время несколько летающих демонов быстро приблизились. Их рты были наполнены мощной энергией, и было ясно, что они хотят уничтожить космические врата прежде, чем они смогут сформироваться. Император вышел в этот критический момент, выпустив дух источника, который был миллионами различных мечей. Гигантский меч в его руке был длиной в сотни метров, и миллионы исходных духовных мечей прилипли к нему, мгновенно превратив этот меч в меч цвета радуги. Одним ударом небо и земля раскололись, уничтожив большую группу этих монстров. В это время вышел еще один персонаж уровня императора. Его золотистая пылающая аура была потрясающей, как будто золотой бронированный бог войны спускался с небес. Он нес мощь бесчисленных воинов, когда врезался в воздушный корабль бездны, разбивая его на куски своей ужасающей мощью. Открытие врат бездны было очень ограниченным, поэтому существа, которые вышли, были нормальной силы. Те, что летали на воздушных кораблях, тоже были довольно слабы. Конечно, слабые и сильные здесь были относительны. Они считались слабыми в бездне, но большинство этих монстров на самом деле были в первом слое домена небес. Даже эти странные воздушные корабли не уступали военным кораблям чуда коммерции. Наконец, космические врата были сформированы. В тот момент, когда были сформированы космические ворота Чудо-города, авангард, который вышел, был сотни бойцов Чудо-города Черного Грома. За ними следовали 2 военных корабля и 1000 экспертов, которые были вызваны из королевств. Кроме того, все виды нежити, драконы, гигантские драконы, титаны, бегемоты и другие существа вышли, достигнув более 10 тысяч за короткий промежуток времени. Армия бездны была потрясена, увидев это. Как мог этот низкоуровневый мир иметь такую технологию? Армии 2 миров столкнулись в мире чистилища. Хотя армия бездны была очень сильна, ее численность была недостаточной, и подкрепления прибывали медленно. По сравнению с этим, непрерывный поток пиковых солдат Чудо-города выходил из космических врат. Поэтому армия бездны была быстро подавлена. Чутянь использовал свое божественное чутье, чтобы сообщить императорам: «Давайте не будем терять время. Быстро идем со мной, чтобы запечатать врата бездны». Хорошо. Императоры взлетели в небо и направились к вратам бездны. Врата бездны были просто плоским проходом, разорванным в пространстве, поэтому закрыть врата бездны было очень просто. До тех пор, пока поток энергии врат бездны будет отрезан, он потеряет равновесие, и планарные законы автоматически восстановят равновесие, восстановив законы пространства и времени. Всем вместе атаковать врата бездны. 19 императоров выпустили своих духов-источников одновременно. Это была самая сильная совместная атака за 10 тысяч лет истории на континенте, причем атаки летели на врата бездны почти одновременно. Если бы он мог попасть во врата бездны, то наверняка сломал бы их.
Кто бы мог подумать, что, когда все отчаянно атакуют врата бездны, оттуда раздастся рев ярости. Что-то похожее на щупальцы осьминога быстро вытянулось из пространственного разрыва. Он был более 600 метров в длину и около 40-50 метров в ширину, в то же время покрытый десятками тысяч глаз. Это явно была часть ужасающего великого демона бездны. Выражение лица Чутеня изменилось. «Это плохо, беги». Гигантская щупальца поднялась вверх, как ядовитая змея. Плотное количество глаз на нем начало светиться, когда десятки тысяч лучей смерти выстрелили во все стороны, мгновенно создавая ужасающую паутину смерти в мире чистилища. Далекая гора была поражена лучом света, и вся гора была разрушена. Можно себе представить, насколько мощными были эти лучи света. Если существо было поражено этим лучом света, у него не было никаких шансов спастись. Глава 657. Стремление изменить ход событий. Что значил император перед этим ужасным созданием? Эти гордые императоры наконец поняли, что их жизнь всего лишь капля в океане мира. Все, что они могли видеть, было не более чем крошечной частью мира. Когда это они думали, что над ними будет что-то еще, императоры были заняты тем, что уворачивались от страшных глаз, которые, казалось, следили за ними. Пока он цепляется за императора, он высвобождает свою силу. Сначала он поражал их духовными и душевными атаками, а когда императоры замедлялись, он стрелял в них лучами смерти. Хонг. Каждая атака сотрясала само пространство. Каждая атака несла в себе невероятную силу. Когда эксперты, которые думали, что они стоят на вершине мира, столкнулись с такого рода подавляющей силой, они едва могли защититься. Даже когда они защищались изо всех сил, им было трудно блокировать атаку этого ужасного существа. Само небо, казалось, разрывалось на части. Все императоры были отброшены назад, пока не выплюнули кровь. Многие из них были серьезно ранены. Когда персонажи уровня императора перестали блокировать их, бесчисленные лучи смерти выстрелили назад, в небо и повсюду. Пространство вокруг было заполнено разрывами. Сотни лучей пронеслись над авангардом чудо-города и мгновенно убили треть из них. У могучих воздушных кораблей не было даже шанса показать свою мощь. Они упали на землю с лучом света, который не был ослепительным. Он полностью испарился. Колосс длиной в несколько сотен метров мгновенно превратился в гранулы, невидимые невооруженным глазом. Он полностью исчез с неба, как будто и не появлялся вовсе. В этот момент император, владеющий мечом, взревел, и гигантские мечи в его руках достигли сотен метров, когда бесчисленные души мечей покрыли их. Каждый из них концентрировал в себе чрезвычайную силу, способную расколоть небо, которое хлестало по щупальцу. В конце концов, когда щупальце встретило мощную атаку императора, оно не только не увернулось и не защитилось, но и взяло инициативу на себя. Глаза на поверхности щупальца исчезли, и они образовали руны бездны. Щупальца, покрытое темно-фиолетовыми рунами бездны, ударилось о свечение меча, и все услышали звон разбитого стекла. На самом деле разбилось не стекло, а само пространство. Элиты под небесным доменом почувствовали шок, почти все сплюнули кровь. Гигантские мечи в руках императора разлетелись вдребезги, и он выплюнул в небо струю крови. Он улетел далеко, как ракета, и казалось, что он полностью потерял свою боевую силу. Этого императора называли императором священного меча. Он был лучшим культиватором мечей на континенте. Культиватор меча был известен своими яростными атаками, и экспертом, который имел культивацию на уровне императора, он определенно имел бесчисленные случайные встречи и супермощный талант. Сила атаки этого императора входила в тройку лучших на континенте и уж точно не была третьей. У такого могущественного существа даже не было возможности поцарапать щупальцу, скорее он был отправлен в полет одной атакой. Это щупальце длиной в несколько сотен метров, покрыто пурпурно-черными рунами, поднялась высоко и ударилась о землю. Площадь в несколько десятков миль под ней была разрушена, и ударная волна прошла несколько сотен метров. Подкрепления чудо-города были отброшены назад, и космические врата рухнули под огромной силой атаки. Ударная волна даже прошла через космические ворота в чудо-город, разбив несколько зданий поблизости. Горы были разбиты вдребезги, и весь чудо-город сотрясался, не приходя в себя даже через несколько десятков минут. Все императоры были тяжело ранены. Когда они увидели яму шириной в несколько десятков миль, а также потрескавшуюся землю и гору обломков трупов, каждый император был глубоко потрясен. Они думали, что не имеют себе равных в этом мире, стоя на его вершине. Чтобы украсть несколько сантиметров земли и получить какой-то статус, они чуть не подрались с чудо-городом. Но теперь перед их глазами была жестокая правда. Что это за существо? Его основной корпус не мог войти, полагаясь только на одно щупальцу, подавлял всех экспертов континента. Слишком страшно, слишком сильно, эта сила была в основном не на том же уровне.
Если это существо могло появиться на континенте, то ничто в этом мире не могло победить его. Теперь там было только одно щупальце, и этого было достаточно, чтобы наполнить их шоком и отчаянием. После того, как это щупальце выпустило атаку сотрясения Земли, она не продолжалась. Вероятно, в глазах этого существа эти парни не стоили того, чтобы тратить на них время. Щупальце снова поднялось высоко и длиной в 600 метров вонзилось в землю. Руны на нем засветились, и во все стороны разлетелась сокрушительная сила. Куда бы он ни пошел, горы и земля треснули. Несколько десятков миль земли треснули в одно мгновение, и ужасающая волна энергии продолжала двигаться вперед. Императрица ветряной луны держалась за грудь и кричала с бледным лицом. Что он хочет сделать? Это плохо. Дракон-старейшина был старшим драконом, который прожил 10 тысяч лет, но он все еще выглядел испуганным и потрясенным. Похоже, он хочет разрушить печать вулканов, чтобы продолжать открывать врата бездны. Поскольку врата бездны были слишком малы, это существо не могло войти. Если бы он мог разрушить печать на вулканах и позволить вратам бездны стать немного больше, если бы он мог дотянуться до 2 или 3 рук, это было бы беспрецедентно в этом мире. Сколько бы людей ни пришло, он не будет бояться. Прекрати это. Императоры уже отказались от всех других мыслей, чтобы попытаться остановить монстра от разрушения печати энергетического вулкана. Все они сжигали свою кровь сущности, свою жизнь, и даже использовали тайные техники Духа Источника, чтобы пожертвовать своим культивированием и своей жизнью, чтобы временно увеличить свое культивирование. У них не было выбора в этом вопросе. Если этот ужасный захватчик войдет в этот мир, всему континенту придет конец. Императоры укрепляли свою культуру с помощью своих тайных методов и одновременно нападали, но даже тогда они едва могли подавить ее. Это состояние не могло сохраняться долго. Императрица ветряной луны горела пламенем жизни, и в ее волосах появились следы белизны. Ее лицо рушащейся красавицы исказилось, и она использовала всю свою силу, чтобы крикнуть: «Чутянь, мы не можем продержаться больше нескольких секунд, быстро придумай способ». Императоры уже были полны отчаяния. Их небольшая сила, казалось, не могла остановить эту штуку вообще. Они могли надеяться только на Чутяня, который был не сильнее их. Они надеялись, что Чутянь придумает способ или, возможно, сотворит еще одно чудо. Чутянь уже был тяжело ранен, и, видя, что императоры ведут проигранную битву с великим демоном бездны, он вздохнул. Он никогда не думал, что все так обернется. Эта сила их нынешнего плана была слишком слаба. Если бы они открыли свой план на 10 тысяч лет раньше, последствия были бы невообразимы. Все это происходило потому, что Чутянь был активен в мире чистилища, ослабляя печать мира чистилища. Чутянь также никогда не думал, что это произойдет. Гигантское щупальце уже просверлило землю, и трещины в ней продолжали расширяться. Под ударом этой ужасающей силы окружающая среда не могла не измениться. Земля превратилась в большие каньоны, гигантские горные пики осыпались, и уплотнения на энергетических вулканах были мгновенно разрушены. Мне все равно, кто ты должен отказаться от того, чтобы взять хоть 1 дюйм. Проваливай туда, откуда пришел. Чутянь выпустил своего 9-глазого демона-богоисточника духа, но 9 глаз были закрыты. Был один глаз, который был закрыт с самого начала, который открылся, но даже так он едва мог открыться через щель. Зрачки Чутяня исчезли. Они приобрели прозрачный цвет. Эта пустота не была пустой, эта пустота содержала все вещи, включая мир и все живые существа. Щупальце сражалось с императорами, но вдруг что-то почувствовало и действительно вырвалось наружу. Он изменил направление и начал атаковать Чутяня. Слишком поздно. Эта сила превосходила стихии, материю, дух, душу и пространство. Она была превыше всего. Она превзошла весь мир и господствовала над всеми живыми существами, контролируя все. Это была сила, которая превосходила все, даже могущественные боги не могли остановить его целью Чутяня. Похоже, было не щупальце великого демона бездны, а скорее он использовал силу судьбы, чтобы непосредственно закрыть врата бездны. Из щупальца раздались вопли боли. Когда врата в пространстве и времени закрылись, под ударами пространственной энергии ужасающее щупальце вообще не смогло отступить и было разрезано пополам. Чутянь упал с неба. Он уже потерял сознание. Выживших на месте происшествия было немного. Все смотрели на потрескавшуюся землю и долго не могли прийти в себя от изумления. Потери в этой битве были слишком велики, по крайней мере, более сотни экспертов небесного домена погибли. 19 императоров понесли тяжелые потери, и их ранения были весьма серьезными. Быстро запечатайте ворота. Императоры работали вместе, чтобы запечатать расположение врат бездны, не давая им снова открыться. Эта внезапная битва закончилась, но цена, которую они заплатили, была слишком высока.
Различные страны потеряли бесчисленное количество экспертов, их армия была почти полностью уничтожена, а персоны уровня императора были тяжело ранены. В ближайшие 10 лет будет трудно восстановиться. Глава 658. Эпоха открытия самолета. Когда Чутянь проснулся, он был уже в чудо-городе. Он чувствовал, что его тело очень ослабло, что он ранен умом и душой. Эта сила не была чем-то, что смертные могли легко использовать, но, к счастью, он мог закрыть врата бездны в одно мгновение, поэтому не было никаких фатальных последствий. Сестры Мэн были рядом с Чутянем. Когда они увидели, что Чутянь проснулся, на лицах обоих отразилась радость. Чутянь с трудом сел, хватая ртом воздух. «Сколько времени я был без сознания?» «Ты был без сознания целых 5 дней». Выражение лица Мэн Цинву было нехорошим. Мэнин держала руку Чутяня в стороне, но ее глаза уже были красными, как у кролика. Она не думала, что произойдет такая ужасная вещь, и даже сейчас немного боялась мира чистилища. Мэн Цинву сказала с тихим вздохом: «Ты сделал все, что мог. В такой ситуации у меня не было выбора, иначе бы мы сидели здесь и разговаривали друг с другом». Чутянь был вне себя от радости, что его ставка оказалась верной. Этот великий демон бездны был просто слишком силен. Если сила судьбы не могла игнорировать все оковы силы, они действительно не могли бороться с ним только силой императоров. Какова ситуация с бездной прямо сейчас? Расслабься, все стабилизировалось. У Мэн Цинву тоже был озабоченный вид. Мы уже послали большую армию, чтобы наблюдать за этим районом. Чутянь испустил долгий вздох облегчения. Если врата бездны снова откроются, какой смысл в том, чтобы иметь людей? Один великий демон может уничтожить континент, наши армии совершенно бесполезны. Эти слова не были ложью. Каждый план имел свой предел в своих фундаментальных законах. Культивация этого мира была на пике в 9-м слое домена небес. Но в мире бездны генералы 1-го и 2-го ранга великих повелителей демонов были в основном в 9-м слое домена небес. Вот почему великий демон бездны мог полагаться только на одно щупальце, чтобы почти победить сильнейших императоров этого мира. Этот пробел в силе было трудно заполнить. Больше всего беспокоило то, что поток истории был нарушен. Великий повелитель демонов бездны был установлен в этом мире. Хотя его первое вторжение провалилось, он не собирался сдаваться только из-за этого. Он определенно пошлет нескольких могущественных повелителей демонов охранять этот мир, начав войну в измерениях, как только найдет возможность. В соответствии с нормальным развитием континента, когда человеческая технология достигла своего пика, они взяли на себя инициативу открыть врата бездны и начали эпоху размерной битвы. Поначалу они не сталкивались ни с какими особенно сильными противниками, поэтому сражались с небольшими силами демонов. Когда они накопили достаточно опыта, они открыли несколько планов и сражались с повелителями демонов, построив фундамент, наконец став большой силой на пространственном поле боя. Но теперь они были захвачены великим повелителем демонов. Теперь для континента несравненно более трудно сделать первый шаг. Не говоря уже о том, что континент сейчас был жалко слаб, будь то их энергетическое оружие или их пространственная технология, они не могли сравнивать. Остальные ждут, чтобы поговорить с тобой. Мэн Цинву сказала Чутяню: «И можешь двигаться». Континент вступил в контакт с миром бездны, шокировав всех. После того, как императоры были тяжело ранены, у них появилось новое понимание этого мира, и, наконец, они осознали, насколько малы и невежественны были. Разверзнется ли бездна снова? Что они сделают, если бездна разверзнется снова? В битве за мир чистилища пало более сотни экспертов небесного домена. Скрыть это было невозможно, весь мир наполнился страхом. Им нужна была опора прямо сейчас. Чутянь кивнул и медленно встал. Он временно потерял свою базу культивирования, но все еще мог двигаться. Приготовьте все. Через 2 дня я хочу выступить с речью в президентском дворце. Мэн Цинву быстро все подготовила заранее. Новость о речи Чутяня распространилась, и все императоры перестали исцелять себя, так как все они пришли в президентский дворец. Это произошло потому, что влияние материи бездны было слишком сильным, она уже распространилась по всему континенту и заставила людей континента паниковать. Эта важная речь будет транслироваться по всему континенту, чтобы люди могли успокоиться. Я уверен, вы все знаете, что несколько дней назад произошло вторжение из бездны в область мира Чистилища Федерации Чудес. Но наши воины сражались в жестокой битве, и врата бездны уже были запечатаны, поэтому нам не нужно беспокоиться о вторжении сейчас. Эти слова действительно были утешительны для всех. По крайней мере, им не придется беспокоиться о том, что что-то может случиться. Но я хочу сказать всем, что после трагической битвы мы обнаружили, что бездна недалеко от нас. Континент — это всего лишь один из миров, плавающих в пустоте,
И наш мир имеет не только один вход в мир чистилища, поэтому мы не можем относиться к этому легкомысленно. Нам нужно готовиться к битве, это вопрос, который касается существования континента. Все были потрясены. Могут ли другие части континента испытать вторжение бездны? Каждый должен понимать, что поле битвы бездны не страшно, а скорее это большая возможность. Если мы хотим выйти за пределы нашего культивирования, нам нужна еще более совершенная технология, которую необходимо усовершенствовать в среде бездны. Чутянь продолжал говорить: мы не должны бояться вызова из бездны, но с нынешней ситуацией на нашем континенте мы не можем справиться с плохой окружающей средой бездны, и у нас нет квалификации, чтобы играть на поле битвы бездны. Поэтому я хочу воспользоваться этим шансом, чтобы сделать предложение. С этого дня крупнейшие державы континента прекратят все конфликты и будут работать как единое целое, чтобы развиваться. Пропасть рано или поздно придет, так что наше время на развитие ограничено. Все начали обсуждать это шепотом. Мир бездны был подобен тени, которая накрывала сердце каждого. Речь Чутяня была ничем иным, как призывом к единству континента, совместной работе, чтобы приветствовать вызов мира бездны, чтобы подготовиться к участию в битве бездны. Эти слова были очень полезны в то время, потому что в битве за прекращение вторжения бездны в мир чистилища участвовала половина экспертов континента. Эти люди происходили из империй и воюющих королевств, поэтому они пользовались глубоким одобрением народа и большим влиянием на него. Что может заработать континент? Если бы у них были навыки, они могли бы убить в бездне, там были ресурсы и миры, так что пока у них было достаточно власти, они могли напрямую украсть мир. Что бы там ни было, хуже такого маленького городка, как континент, быть не может. Теперь же казалось, что не стоит сражаться насмерть за то, чтобы получить хоть какие-то преимущества на континенте. Чутянь спустился с трибуны президентского дворца. Императоры спрашивали о положении в мире чистилища. Хотя врата бездны были временно запечатаны, было трудно гарантировать, что они не откроются снова. «Расслабьтесь». Чутянь сказал императорам: врата бездны в мире чистилища единственные нестабильные. Хотя существует вероятность вторжения из бездны в другие места, в эту эпоху этого не произойдет. Что же касается врат бездны мира чистилища, то, хотя они и опасны, мы уже сделали все необходимые приготовления, так что их можно считать контролируемыми. Но мы не можем быть небрежными с этим, врата бездны в конце концов откроются. Мы должны использовать это время, чтобы подготовиться, иначе нам не повезет в следующий раз. Ты только что сказал, что у нас есть квалификация для участия в битве бездны, верно? Пылающий небесный император не мог не спросить, это правда или нет? Неужели нашей силы действительно достаточно? Чутянь кивнул и сказал: мы далеки от того, чтобы быть достаточно сильными прямо сейчас, но я считаю, что это событие неплохо для нас, потому что все знают, что есть небо над этим миром. Пока мы концентрируемся на развитии, я верю, что в будущем мы сможем получить место на поле битвы бездны. Хотя ты так говоришь. Спросил великий старейшина драконов: сколько нам нужно времени? Чутянь нахмурился. Исходя из нормального исторического развития, континенту потребовалось по меньшей мере 10 тысяч лет, прежде чем он смог официально вступить в эру открытия плоскости. Цивилизации континента были очень процветающими в то время, с десятками тысяч военных кораблей, бесчисленным количеством оружия и экспертами, подобными облакам. Они сразу же закрепились, как только вошли в пропасть, и начали расползаться повсюду. Теперь же, благодаря эффекту бабочки от Чутяня, он нарушил равновесие континента. Бездна появилась раньше времени из-за этого, так что такого рода последствия были очень серьезными. У них определенно не было 10 тысяч лет. Им тоже не нужно было так много времени. Чутянь чувствовал, что по крайней мере за 350 лет накопления, если континент сможет работать как единое целое и пополнить знания Чутяня, они смогут построить авангард для исследования бездны. 350 лет — это не так уж много, но достаточно ли этого времени? Мы уже испытали силу демонов бездны, и вряд ли нам удастся превзойти их с такой силой. Ты слишком много беспокоишься. Великий демон бездны управляет несколькими десятками самолетов одновременно. Он не будет тратить все это время на охрану нас. Не говоря уже о том, что после этой битвы великий демон бездны уже поймет основную силу нашего мира, поэтому он создаст соответствующую армию, чтобы вторгнуться в любое время. Пока мы развиваемся до уровня силы, превосходящей его ожидания, мы можем удивлять их. Императоры начали обсуждать это. Они уже не могли делать ничего другого. Ладно, мы будем ждать 350 лет. В этот период мы не будем воевать и откажемся от всех мелких конфликтов. С Федерацией чудес в качестве центра мы сосредоточимся на увеличении нашей силы, готовясь к тому времени, когда мы вступим в битву бездны. Императоры пришли к молчаливому соглашению и подписали договор, в котором говорилось, что они не будут объявлять войну друг другу, а также что они будут работать с Федерацией чудес. Ты будешь мчаться на перегонки со временем, открывая новую эру для этого мира.
После того, как контракт был подписан, Мэн Цинву вернулась в Чудо-город вместе с Чутянем, и они стояли высоко в форте повелителя Чудо-города. Ее глаза смотрели на Чудо-город, который всего за несколько лет стал таким оживленным. Теперь Федерация чудес была известна как сила номер один на континенте. Чудо-коммерция теперь была финансовой группой номер один на континенте. И теперь Чудо-город станет командным центром развития всего континента. Чутянь использовал 5 лет, чтобы прыгнуть со дна мира на первое место. Мэн Цинву уже не могла придумать более невероятного подвига, и, глядя на все, что делал Чутянь, Мэн Цинву вдруг все поняла. С тех пор прошло несколько лет. Все, что они делали, было ступенькой. Этот самолет был всего лишь маленьким миром, пылинкой, парящей в бесконечной пустоте. Чутянь рассматривал континент лишь как трамплин, основу для осуществления своих амбиций. У него были большие цели и большие амбиции, он уже вышел за пределы человеческой веры. Чутянь стоял на вершине континента, он принесет новый мир. Есть ли у него способность снова достичь вершины? Мэн Цинву не могла даже предположить. Все это должно было подождать, пока не начнется эпоха открытия самолета. Это было действительно опасное и непредсказуемое путешествие. Если они будут хоть немного неосторожны, они навсегда все упадут в пропасть, но это была еще и гигантская возможность. Друзья, вот мы и добрались до 658 главы, которая стала финальной. Автор оставил работу над Троном чудес, и в обозримом будущем продолжения не предвидится. Признаюсь честно, я не чувствую грусти из-за этого обрыва. Для меня эта история во многом себя исчерпала. Задумка с мудрецом из будущего, попавшим в прошлое, была многообещающей, но реализация, особенно гаремная линия и некоторые сюжетные повороты, вызывала у меня все больше вопросов. Этот проект стал для меня важным уроком. Я начинал его по рекомендации из комментариев, не изучив текст до конца, и теперь понимаю, что в будущем буду подходить к выбору произведений гораздо строже. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной, несмотря на все странности сюжета. Впереди нас ждет работа совершенно другого уровня. До встречи в новых историях.